Выехали со скоростью 150 километров в час. 150 километров? Да, черт возьми. Я не знал, что этот грузовик способен на такое. Судья устроит тебе, парень. Пришло время показать вам, водителям, что дорога не принадлежит вам. Будьте осторожны. Привет, друзья, меня зовут Олег, и вы на канале Киногост. «Смоки и бандит» 1977 года, «Смоки and Bandit» – комедийный боевик в жанре роуд-муви режиссера Хэлла Нидема с Бертом Рейнольдсом в главной роли. В России картина выходила под названием «Полицейский бандит». Два контрабандиста-гонщика удирают от шерифа. Комедия «Смоки и бандит» с Бертом Рейнольдсом в категории «Б», ставшая неожиданным суперхитом. Фильм идет как большая гонка, перемежаемая разными происшествиями. Фильм отлично смонтирован с потрясающими каскадерскими трюками. Фильм «Смоки и бандит» был номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучший монтаж» и стал вторым по кассовым сборам среди картин 1977 года, уступив лишь «Звездным войнам». При бюджете в $3,4 миллиона «Смоки и Бандит» заработал $300 миллионов. Эта картина вдохновила несколько других фильмов о грузоперевозках, включая два сиквела «Полицейский бандит 2» 1980 года и «Полицейский бандит 3» 1983 года. Где ты взял такой чехол на сиденье? Это не чехол. И однажды я стояла в своем костюме на стоянке. Со мной рядом Лоуренс Аравийский. Я познакомилась с парнем. Это не мои штаны. Боже, он был красавцем, и он был в шляпе. Забавная, да? Такой высокий парень из Техаса. И я подумала, а почему бы мне не выйти за него? Фильм «Смоки и бандит», актеры и роли. Берт Рейнольдс, бандит Бо Дервилл. Салли Филд, лягушонок Карри, невеста сына шерифа. Джерри Рид, снеговик Леда Сноу, напарник бандита. Джеки Глисон, шериф Бьюфорд Тед Джастис. Мик Генри, Джастис-младший, сын шерифа. Пат Маккормик, Энос Бардетт-старший. Пол Уильямс, Энос Бардетт-младший. Положи улики в машину. Просто не может быть. Не может быть, чтобы ты был моим сыном. Идея «Смоки и бандита» родилась на съемках фильма «Гата» 1976 года, который режиссировал сам Берт Рейнольдс. Со съемочной площадки местные постоянно таскали пиво «Корс», так как его сюда не доставляли, и провоз хмельного напитка большими партиями считался контрабандой. Этот факт и лег в основу истории о полицейском бандите 1977 года. Хэлл Нидем решил, что фильм с погонями контрабанды между штатами может стать успешным, но заинтересовать продюсеров этим проектом ему было нелегко, так как в Голливуде его знали в первую очередь как каскадера. Внимание одной из киностудий Хэлл Нидем привлек, только когда играть в фильме «Смоки и бандит» согласился его приятель Берт Рейнольдс. Фреда Бассет-хаунда-снеговика выбрал лично Берт Рейнольдс, в основном потому, что пес категорически не слушался никаких команд. Эй, парень, где шериф Брэнфорд? Я шериф Брэнфорд. По рации у вас голос более высокого человека. Куда катится этот чертов мир? На съемках сцены с футболистами в «Смоки и бандите» едва не произошел несчастный случай, когда прямо перед началом трюка поле полили, о чем никто не знал, и машина потеряла управление, начала скользить и чуть не сбила актеров массовки. Прозвище «Смоки» обычно используется применительно к сотрудникам полиции штата и лесной службы США. Создатели «Смоки и бандит» 1977 года использовали 4 черных купе Trans-Am и 2 седана Pontiac Limons. Все они были предоставлены фирмой Pontiac. К концу съемок лишь один Trans-Am и один Limons с трудом удавалось поддерживать на ходу, главным образом за счет ремонта с использованием деталей, снятых с разбитых машин. При радиообмене в фильме «Смоки и бандит» активно используются тен-коды, которые в русском звучании часто переводят неверно, буквально, например, «Я большой 10-4». Также неверно переведено задание, на которое соглашается герой Берта Рейнольдса. В финале фильма «Смоки and Bandit» он решает ехать в Бостон не за грузом моллюсков, а за супом. Бандит! Славная попка. Спасибо. Спасибо. Фильм «Смоки и бандит». Сюжет. Бо Дервилл по кличке Бандит Берт Рейнольдс и Леда Сноу Снеговик Джерри Рид
Пара классных водителей, согласившихся доставить за вознаграждение $80 тысяч большую партию контрабандного пива Корс в Джорджию для небольшого пикника. Им необходимо добраться до Тексарканы в Атланту за 48 часов. Из-за федеральных законов о спиртном продажа или перевозка этого напитка расценивается как бутлегерство, поэтому напарники решают разделиться. Бандит покупает черный Pontiac Trans Am, на котором он намерен отвлекать внимание дорожной полиции от грузовика, который ведет снеговик. Но шериф Бьюфорд Джастис, Джеки Глисон, решает во что бы то ни стало поймать контрабандистов, особенно после того, как невеста его сына Карри, Салли Филд, сбежала со свадьбы и села в машину к бандиту. Завязка несложного сюжета быстро перерастает в сумасшедшую автомобильную погоню и держит напряжение до самого финала повествования. Всякое такое смогли бы. Сними свою шляпу, если хочешь. They call you the bandit. They call you the bandit. They call you the bandit. Классическая экшн-комедия «Смоки и бандит» 1977 года перенесет вас в те светлые времена, когда в Голливуде знать не знали о зеленом экране, а все трюки, даже самые опасные, выполнялись живыми людьми. И даже бандит соглашается на пари не ради денег, а ради американского образа жизни. Красная рубашка, штаны клеш, большая бляха на ремне и ковбойская шляпа, которую он никогда не снимает в фильме «Смоки и бандит». Ну, почти никогда. Этот персонаж словно только что сошел со страниц журнала с ретро-рекламой папирос Мальборо. Бандит – типичный прожигатель жизни и всенародный любимчик. Совсем не удивительно, что у него много друзей, он очень вежлив и учтив, он считается с мнением и пожеланиями других и без проблем покупает еду для собаки, несмотря на погоню и сжатые сроки. И делаю то, что умею. И что это? Красуюсь. Да, это ты умеешь. По жизни он занимается тем, что красуется, так он сам нам говорит. Но самое интересное, что красуется он перед зрителем. Перехитрив очередного копа, сбросив его с хвоста, он направляет взгляд в камеру и улыбается. Он знает, что находится в фильме «Смоки и бандит». Фильм имеет свой стиль заводного вестерна. Саундтреки от Джерри Рид, разрисованный трейлер Kenworth W900A, мощный Pontiac легких ковбоев 20 века, прекрасная дама, туповатые полицейские, вечно попадающие в аварии и искрометный легкий юмор. Получился заводной, но легкий коктейль с взрывоопасными составляющими «Смоки и бандит». Пригнись, или у тебя башка сравняется с задницей. Папа, крышу снесло. Серьезно?